Колумбия – одна из самых загадочных стран Южной Америки. Неудивительно, что именно там археологи обнаружили самую загадочную находку южноамериканского континента. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам находку в Колумбии, которая испугала ученых, а также другие загадочные и интересные находки со всего мира. Золотые самолетики. Звучит как какое-то название детской игрушки, но поверьте мне, эта находка заслуживает огромного внимания. Итак, как я уже сказал, эта находка была сделана на территории Колумбии. Исследуя новые территории, археологи обнаружили золотые амулеты 500-летней давности. Казалось бы, что в этом такого? Амулеты как амулеты, но трудно не заметить, что по своей форме фигурки напоминают летательные аппараты. Сначала находку можно было списать на совпадение или что-то в этом роде. Но в 1996 году ученые создали копии нескольких статуэток, увеличив их в 16 раз. Однако, каково же было удивление ученых, когда, оснащенная системой радиоуправления, две модели самолетиков легко поднялись в воздух и уверенно совершали маневры в воздухе. Было очевидно, что эти золотые самолетики обладают вполне современными летными качествами. Здесь начинается самое интересное. Дело в том, что на тот момент эти самолетики превосходили некоторые современные модели самолетов. Скорее всего, эти клоны носили на груди и имели высокое религиозное значение. Скептики же говорят, что мы наверняка имеем здесь дело со стилизованными изображениями насекомых, птиц или крокодилов с крыльями. Но прямых аналогов в природе эти предметы не имеют. Дельтовидное крыло, высокая вертикальная плоскость хвостового оперения и горизонтальный руль высоты. Все это куда более характерно для летательного аппарата. Но как он попал в древнюю доколумбовую цивилизацию, представители которой жили в Южной Америке даже еще до ее открытия Колумбом? Возникает вопрос, откуда у диких индейцев появились такие совершенно аэродинамические формы? Кто знает, возможно, эти фигурки являются копиями инопланетных летательных аппаратов. Другого объяснения у ученых попросту нет. Подобные необъяснимые находки нередко наводят на мысль о пришельцах из космоса, которые, мол, познакомили землян, находящихся тогда на куда более низкой ступени развития, с плодами технического прогресса высокоразвитой цивилизации. Причем в скепсисе по отношению к такого рода гипотезам нельзя не признать, что некоторым артефактам трудно найти более рациональное объяснение. Несколько лет назад именно на такую находку наткнулись российские археологи в Челябинской области. Многие уфологи, да и не только они, считают этот загадочный скелет с удлиненным черепом доказательством существования инопланетян. Надо сказать, что эту редкую находку сделали не какие-то опытные археологи, а обычные школьники и студенты. Хоть многие люди считают, что скелет с удлиненным черепом является прямым свидетельством того, что на Землю в древности высаживались инопланетяне, у археологов есть своя версия на этот счет, хоть она и не доказана на 100%, звучит она достаточно правдоподобно. Согласно их теории, 2000 лет назад народы, кочевавшие через южноуральские степи, перетягивали своим детям в младенческом возрасте голову бинтами, лентами и дощечками. Версий, зачем делалось такое удлинение черепа, несколько. Возможно, эта традиция связана с банальной модой и особым социальным статусом. Также есть интерпретация, согласно которой удлинение носило информативную функцию. Так люди отличали своего от чужого. Однако уфологи и здесь обыграли бедных ученых и археологов и пришли к выводу, что идея вытягивать череп пришла в голову древним людям, когда они увидели представителя инопланетной расы с такой же продолговатой головой. Еще один подобный череп был найден в одном из лесов Перу. Оказалось, что он стал одним из самых больших скелетов, известных миру. Кости гиганта и сегодня хранятся в музее в Перу. Увидеть их может каждый посетитель выставки. Ученые всего мира провели тесты ДНК на основании материалов этого скелета. Однако достоверных данных по их результатам так и не было обнародовано. Именно это и вызывает ряд версий об инопланетном происхождении самого большого скелета. Один странный череп уже большая загадка. А как насчет сразу нескольких таких черепов, да еще и найденных в одном и том же месте? Мексиканские археологи сделали удивительную находку. Кладбище в районе городка Анавас в штате Сонора на западе страны. У людей, захороненных в этом месте, ученые обнаружили странные деформации черепа, из-за которых усопшие больше походят на инопланетян. На так называемом кладбище инопланетян были найдены останки 25 человек. У 13 из них зафиксированы упомянутые деформации черепа. У 5 также оказались повреждены зубы. Кладбище, по предварительным оценкам, было основано около 1000 лет назад.
По словам ученых, раньше они не встречали ничего подобного. Археологи предполагают, что древние люди в этой местности намеренно деформировали черепа, чтобы отличить одну социальную группу от другой, а также в ритуальных целях. По их словам, уникальная находка представляет собой смесь традиций, бытовавших у племен, которые населяли в древности север Мексики. Что касается повреждений зубов, то они были обнаружены у подростков в возрасте примерно 12 лет. Ученые предполагают, что стоматологические манипуляции были проделаны в рамках обряда посвящения. Кроме того, у одного из усопших кости на уровне живота были деформированы в форме панциря черепахи. Объяснение такой модификации скелета археологи пока не нашли. Эци – одна из самых знаменитых мумий всех времен, но я почти уверен, что вы ничего о ней не знаете. Нашли ее совершенно случайно. Немецкие туристы наткнулись на мумию в Эцтельских Альпах в 1991 году. Останки сохранились настолько хорошо, что сначала эцы принялись за погибшего альпиниста. Однако, как впоследствии показал радиоуглеродный анализ, возраст находки составляет примерно 5300 лет. Таким образом, перед нами старейшая из мумий, найденных на территории Европы. Выглядит эци как некое существо из иных миров. Что же касается причины гибели ледяного человека, то ученые указывают на стрелу, пущенную ему в плечо. Наконечник зашел очень глубоко, и несчастный не смог его вытянуть. По-настоящему страшная находка стала тогда, когда с ней связали череду загадочных смертей, которые произошли с людьми, так или иначе контактировавшими с эци. Кто-то стал жертвой ДТП, кто-то попал под лавину, а некоторые стали жертвами различных заболеваний. Между тем, проклятие эци было скептично воспринято экспертами. В конце концов, с мумией работали тысячи специалистов, и лишь необычная их часть стала жертвой несчастных случаев. Далеко не каждая находка может напугать ученых и археологов. Однако эта находка на это способна. Гигантский скелет человека, достигающий 5,3 метра в высоту, был обнаружен возле древних руин единственной мегалитической цивилизации, обнаруженной в Австралии, что делает открытие в 2 раза более удивительным. Теоретически 5-метровый гоминид не может существовать. Но как же тогда такое возможно? Хотя это открытие увлекательно, у нас остается больше вопросов, чем ответов. Некоторые эксперты выдвинули гипотезу, что живший в древнем мире человек мог пострадать от крайнего случая гигантизма, состояния, вызванного перепроизводством гормонов роста. Другая часть исследователей и обычных пользователей интернета склоняется к тому, что эта новость является фейковой, поэтому фото гиганта тщательно изучается. В любом случае, жду в комментариях ваше мнение на этот счет. Находка под пирамидой Майя. Во время раскопок вскрылся пугающий факт. Во время археологических работ специалисты обнаружили человеческие останки. В древних захоронениях находились человеческие черепа, фрагменты челюстей, части верхних и нижних конечностей. Археологи считают, что погребенные люди стали жертвами кровавого ритуала в период с 600 по 900 года нашей эры. Анализ показал, что останки принадлежат 5 мужчинам возрастом от 17 до 35 лет. Деформированная форма черепов указывает на то, что погибшие принадлежали к высшему обществу. По данным исследования, их обезглавили, прежде чем принести в жертву. В зубах одного из них нашли необычное украшение – зеленый минерал жадеид. Археологи отметили, что жертвы не обладали крепким здоровьем. В результате плохого питания и многочисленных инфекций мужчины страдали от кариеса и гипоплазии. Мумия из Килокитсока. Килокитсок представляет собой археологический памятник на полуострове Нуусуак, расположенном в западной части Гренландии. Памятник обрел славу после жуткой находки, сделанной в 1972 году. В ледяной могиле обнаружены останки 8 эскимосов, которые датируются 1475 годом. При этом 4 тела сохранились чрезвычайно хорошо. Это произошло потому, что они были захоронены под скалой при низкой температуре. В первой из могил были обнаружены тела 6 взрослых и 2 детей. Особенно жутко оказалась мумия полугодовалого младенца, которого, согласно традициям эскимосов, могли похоронить заживо. Наверное, это одна из самых страшных находок за всю историю археологии. Добавим, что с высокой долей вероятности ребенок страдал от хромосомной аномалии, более известной как синдром Дауна. Если же говорить о взрослых, то их мумии, кроме всего прочего, примечательны татуировками на лице. В 2000 году был проведен анализ ДНК, выявивший родственные связи между погребенными. Отметим, что захоронение содержало в себе много информации о культуре эскимосов. В частности, хорошо сохранилась одежда, сшитая из шкур оленей и других животных. Всего ученые выявили 78 предметов одежды. Сейчас 4 мумии из числа найденных можно увидеть, посетив Национальный музей Гренландии. Следующая находка была найдена не археологами, а обычными крестьянами, которые просто копали колодец в 1974 году.
Находка получила название «Терракотовая армия». Судя по всему, она была создана по приказу императора для служения ему в загробном мире более 2200 лет назад. Поначалу крестьяне сделали вывод, что находка абсолютно бесполезна. Более того, откопать нечто подобное – плохая примета, ведь по земле покоятся умершие. За несколько недель количество находок значительно увеличилось. Появились очертания новых фигур, наконечники стрел, кирпичей и орудия из бронзы. Некоторые найденные предметы местные забирали в себе в качестве сувениров. И только через месяц слухи о находке дошли до директора ближайшего музея. Директор музея сразу догадался, что найденные фигуры связаны с гробницей Циншихуанди, расположенной неподалеку. Многие историки называют Циншихуанди первым императором Китая. Гробница Шихуанди была подробно описана в исторических текстах. Однако никаких намеков на подземную армию в них не было. Результаты раскопок под руководством того самого директора начались масштабные раскопки, в результате которых была обнаружена целая армия воинов. Терракотовая армия Циншихуанди ориентировочно включала 8000 керамических воинов, лошадей, боевые колесницы, повозки и другой инвентарь. Было установлено, что фигуры были закопаны в то же время, когда возводилась императорская гробница, то есть за несколько десятилетий до кончины Циншихуанди в 210 году до нашей эры. Найденная реликвия стала частью наследия ЮНЕСКО в 1987 году, но ее масштабы до сих пор поражают воображение. Но в комментариях напишите, какая находка впечатлила вас больше, а также если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.